этот город, он очень похож вообще в целом на обычный европейский город. Когда я смотрел, например, какие-то видео про Израиль, там показывали город Акко, например, то, в общем, они были такие, какие-то более города, похожие на Египет. А тут он прям, ну, совсем, как будто гуляешь по Нидерландам на самом деле. Иногда это смешано с какой-нибудь Японией, если ты в парк заходишь. То есть вот. Очень много людей, когда рассказывают про Израиль, показывают дома. Почему-то, ну, я не знаю. Попугай. Тут много попугаев, потому что если они, видимо, вылетают, у кого-нибудь улетают из дома, то они потом могут выжить. У нас-то они умрут сразу, зима, там, когда холодно, а тут все время тепло. В общем, дома, не знаю, как дома. Многие стоят вот на таких на сваях, на ножках. Только это позволяет, наверное, больше как бы не париться о парковке, потому что там можно поставить, соответственно, машину прямо под ними. Ага. Ну, возможно, эти сваи нужны для сейсмоустойчивости, потому что тут тоже, как бы, наверное, по идее, может быть что-то какое-то там трясение чего-нибудь, земли какой-нибудь. Ну, давно уже этого не было, правда. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Такие обычные дома, ну... Честно говоря, вообще все мне это напоминает очень Нидерланды, смешанные с Японией, немножко, может быть, Вьетнама. То есть вот очень странное такое ощущение, но больше всего тут европейского. То есть вот, потому что, ну, евреи, естественно, они жили в первую очередь в Польше, в Германии, во Франции, то есть, ну, в Европе. И они отсюда уже после Второй мировой войны все сюда переехали, и тут построили вот что-то тоже. И это очень похоже на что-то европейское в первую очередь. Мы сейчас свернули просто с главной улицы на какую-то второстепенную такую, и она вот такая тихая-тихая. И мне по ней очень нравится гулять, она такая, знаете, тихая, израильская, типичная какая-то улица вот для этого города. И она напоминает мне на улочки, которые находятся вдоль Арбата. Вот когда гуляешь по Арбату, свернешь на какую-нибудь улочку, такую тихую, и вот она вот такая вот стоит себе. Возле каждого дома находится самый настоящий ботанический сад с огромным количеством всяких растений. Для нас пока что они очень все экзотические. У меня как бы ботаника была в университете, но вот таких вот южных растений я их как бы вообще не знаю. Ну и вообще практически все растения, которые я тут вижу, я их первый раз в жизни вижу. Но они все разные, их очень много, и это очень красиво. То есть рядом с каждым домом что-то вот такое растет, и это, конечно, очень красиво. Немного даже Сочи напоминает, где около, помнишь, моря мы там ходили? Штукенцы говорят, очень напоминает Сочи, где там около моря тоже все вот растет. Вот где мы сейчас гуляем, можете это вбить в гугле и понять, где мы сейчас находимся. Вот на перекрестке. Ходим, бродим. Очень красиво. Погода потрясающая. Сейчас вот 9 октября сегодня. И погода, ну я даже не знаю, ну, наверное, 25 сейчас. Я вот одет. Сними, как я одет. А вот оно уже снимает сейчас. В шортах. Вот тут видно уже какие-то дома такие новенькие стоят. Сильно поновее. Красиво там отсвечивают машины, блестят на солнышке. Народу практически нет на улицах вообще. Мы гуляем одни, только машины иногда мимо пролетают, проезжают, проползают. Кстати, все уступают дорогу, никто там тебя не пытается переехать, тоже очень приятно. Такие тут встречаются милые машинки. Вот видите, вот штукенция, она как бы, в общем, не слишком высокий человек. Вот сними меня с ней рядом. Такая малютка стоит. Вообще, кстати, тут я не так много видел маленьких машин. В основном машины, ну, такие вот обычные какие-то. Такие хэтчбеки какие-нибудь. Машину тут иметь стоит. Да, вот у нашего, например, знакомого машину он купил за $200. И она как бы ездит. Проблема в том, что он за эту машину отдает там, в год типа 2000 на страховку. Так что машина как бы... Тут роскошь во многом, именно в плане обслуживания, а не в плане ее стоимости. Ну и бензин тоже такой дороговатый, в общем. Ну, так как зарплаты высокие очень, поэтому нормально. Очень красивые цветы растут. Цветочков много всяких разноцветных. Вот какие. Пестики-тычинки.
Вот, и народу вообще на улицах нет практически. Возможно, потому что сейчас вот праздники, поэтому, наверное, люди празднуют Новый год дома. Но вчера мы тоже гуляли, когда тоже народу особо не было. Наверное, может быть, в рабочий день, в час пик, тут больше людей, но вот пока что мы еще не застали, потому что мы приехали прямо к началу праздников, и 2 недели сейчас будут праздники. Там некоторые будут рабочие дни, но, в общем, их будет немного. Тут довольно-таки, на самом деле, чисто. Я не знаю, вот я слышал то, что люди говорят, вот грязно, наверное, где-то можно какую-то бумажку найти. Ну, в общем, чисто. Местами, мне кажется, сильно чище, чем в Москве, местами также. Так вот, как-то. И очень много пальм. На пальмах иногда даже видно какие-то бананы там растут, я не знаю, какие-то финики. Очень прикольно. Вышли мы на улицу Йосифа Фейнберга. Мне, кстати, очень нравится традиция. Вот в Европе тоже такой. Мы, например, в Европе в свое время жили на Ру де Ампер, на улице Ампера. И вот тут тоже очень много улиц называется именами, но не именами Ленина, да, а именами всяких ученых, известных деятелей искусства. В общем, очень приятно, когда ты идешь по улице Ампера, например, да, или какого-то там такого деятеля. Вот, а не по улице Ленина, по проспекту, это, конечно. Смотри, кот. О, кот, сейчас мы... Простит маленький. Хрум-хрум. Тут очень много котов ловят всякую пакость, всяких там пауков, там змей. Ну, правда, змей тут, наверное, вообще невозможно встретить в городе. Всякую гадость эту охотятся на нее, едят их, и поэтому очень безопасно и хорошо. И тут очень много котов. Такие иногда встречаются кошки, знаете, бенгальские какие-то, они почти как тигры. Народ, кстати, часто сушит белье прям вот так вот из окна, потому что тепло очень. У нас, кстати, тоже вот есть в нашей комнате, которую мы снимаем, тоже мы так будем сушить белье. Что-то очень клево, как вот в детстве у бабушки. Вот, очень здорово. Очень красиво, прям вот потрясающий, здоровский город. Ощущение совершенно европейское, прям вот на 150%. Вот по ощущениям, вот этот город, он больше европейский, чем Москва какая-нибудь. Тоже огораживают тротуар вот такими столбиками, чтобы народ не парковался. Вот. Но при этом тротуары, в общем, широкие, на них легко можно вдвоем там идти, втроем. Это как устроена тут электрика. В общем, провода не запутаны, как во Вьетнаме. Мы показывали влог, там прикольно было. Я пока что не видел, кстати, заправок для электромобилей, которые тут есть. То есть я видел Теслы уже несколько, но вот заправок пока не увидел, где они. Может быть, они где-нибудь вот, например, ну там вот, где эти сваи, в подъездах где-нибудь, я не знаю. Где тут заряжают электромобили. Цветочки очень любят, просто вот так вот выставляют у себя. Но интересная вещь, то что везде стоят решетки. Вот это не решетки, это штука, как бы такие ставни, которые от солнца, они открываются и закрываются. На первом этаже, на самом деле, это не первый, а какой-то полтора-два. Да, дом на... Да. Вот дом на ножках. Да, и вот мы живем как бы на первом этаже, но там, как он на ножках, это фактически вот вход в подъезд. И вот это первый этаж, да. И там решетки на окнах везде стоят. И зачем они нужны? Может быть, ну я вообще не понимаю, честно говоря. Может быть, дом типа старый, и раньше тут было как-то неспокойно. Но по ощущениям сейчас непонятно, зачем нужны решетки. Именно стальные, не вот деревянные ставни, которые очень удобные и клевые. Еще один образец, так сказать, дизайна ландшафтного, такие стриженные деревья. Интересно, что к каждому дереву подходит полив свой. Видите, вот эти вот шланги, такая гидропоника, можно сказать. Ну, не гидропоника, потому что тут как бы они в почве растут, но тем не менее, все на поливе, потому что дожди тут крайне редко бывают. Конечно, сложно даже представить, что все это именно на искусственном поливе сделано. Вот такие тут урны, так они устроены. Необычная конструкция. Вот, стоят всякие мотоциклы, закутанные, видимо, от жары, чтобы не прогорали. Это гидрант, пожарный гидрант. Дворик с шинами. Шины используют, вот как у нас тоже часто в ландшафтном дизайне используют шины в России, тут тоже. Мусор тут раздельно тоже собирают, отдельно картон, пластик, обычный мусор. Вот такие милые лавочки. Просто на улице стоят такие две лавочки друг напротив друга. Мы сейчас там будем с штукенцией сидеть. Пошли к ним.
Вот. На улице Дрор. Переговорка получилась? Да, переговорка, лавочка-переговорка. Мы со Штукенцией будем сидеть сейчас, встречать, между прочим, закат. Вот интересный такой перекресток. Такая вершина, как бы, туда вниз уходит все. Да? Туда вниз уходит все. И вон туда тоже вниз уходит все. Гора. Гора. Не ходите, сходите в ортопедическую клинику. Там, наверное, арту. Лечат арту. С художественным подходом. Да, артефакты какие-то. Хотя нам можно еще в другую сторону пойти, но сейчас уже скоро закат, поэтому мы пойдем вниз. Это вот одна из главных улиц. Вот мы пришли, собственно, да, вот это самый центр, самый-самый центр этого города. Это музей. Ришана музей. И тут есть такая табличка, очень интересная табличка, потому что тут, собственно, какая-то старинная фотография этого города есть. И также написано, перевожу для вас, потому что тут на иврите только и на английском, на русском нет, перевожу. Ришон Лецион был основан на вершине холма с 17 семьями, которые пришли сюда 31 июля 1882 года. Этот заросший сорняками заброшенный холм стал центром процветающей деревни. Вокруг площади основателей, собственно, вот это, где мы находимся сейчас, это площадь основателей называется, Founders Square. Было построено дома, а также синагога, аптека, почта, Village Bell, видимо, колокольня, станция экипажей и школа. И вот так это вот выглядело, видимо, очень давно. И тут написано, собственно, вот эти 17 семей. Абрамович, Хая, Эйзенбанд, Герберг, Хейсман, в общем, Топоровский. Такая вот рядом с музеем лавочка, где, видимо, что-то можно... Это, видимо, аптека это была, скорее всего. Вот там лежат всякие стаканы, всякие приспособления старинные. Классный такой экспонат. И экспонат. Подумал, наверное, что это человек там. Нет, это не аптека, видишь, это всякие сладости все-таки, да, это сладости. Кстати, откуда идет весь полив, да, вот из таких вот штук. И вот эти шланги, они уже распределяют влагу между деревьями, кустиками всеми. Все поливается. Всем все платится, все поливается. Очередная такая симпатичная улочка, которая уходит куда-то вдаль. Кстати, лифт. Это вообще большая редкость. Как я понял, тут, я могу ошибаться, потому что очень много информации одновременно, но вроде, если у тебя 4 этажа, то лифт не обязательно делать, а если 5, то надо лифт делать. И многие делают 4 этажа, но делают там двойные квартиры, хитрости всякие используют. Вот, кстати, такая блошиная лавка, не знаю, лавка, видимо, старьевщика, тут всякие необычные штуки продаются. Вот. Так что Кенция сказала, моей маме бы понравилось, да, она любила такие все вещи. Много всяких статуэток, которые сделаны из металла. Слышал, что, да, ругаются, то, что дома обшарпанные. Вот этот дом, да, он более-менее обшарпанный, но это, собственно, на самом деле редкость. Потому что в основном, что дома, которые я тут встречал, вот я вам показывал, они не обшарпанные такие. Но тут вот есть, да, встречаются, наверное. Не знаю, насколько это в целом мешает, потому что так как климат очень такой сухой, соответственно, обшарпанность дома, она как бы, внешне, может быть, ее и не видно, но на функционал это особо не влияет, потому что от этого там плесень не появляется никакая, и никаких там проблем от этого нет. То есть, не знаю, вот в этом есть даже какой-то момент такой. Многие люди, знаете, старят там книги, например, чтобы они более такие антикварно выглядели. Можно и дома так вот рассматривать, такие антикварные дома в некотором роде, старинные, более старинные они становятся красивые. Вот такой вот спуск с этой главной улицы, и вот там вот мы ходили туда в Макдональдс. Да. Улица Ротшильда, дом 8. Да. Интересно гулять по улице Ротшильда. Это вот те самые Ротшильды или какие-то другие Ротшильды?
и различные средства для самообороны. Новинка. Ничего себе. То тут продают такие вещи. Вы знаете, что в Нидерландах, между прочим, в Нидерландах запрещены перцовые или газовые баллончики. Вы просто не можете их. Я однажды пришел в магазин, просто какой-то магазин, типа охотничий магазин там был. Я хотел себе купить рюкзак. Прихожу, спрашиваю, а у вас есть, может, какой-нибудь баллончик? Ну, потому что мы там по лесу все время ходим. Он меня так посмотрел, зачем он вам нужен? Начал мне допрос. Он подумал, что, мол, типа, мало ли, что, зачем тебе нужен. Вот, и оказалось, что у них просто они запрещены в Нидерландах. А вот, очень необычно. А тут, вы видите, вывеска на русском. Новинка. Новинка, да. Эта улочка, по которой мы сейчас прошли, тут белье продают. Она вообще очень похожа на голландскую улицу. Ну, прям вот очень похожа. То есть она, да, более такая... Кстати, закат вот начинается. Улица более южная, безусловно, потому что, извините, это Израиль, это почти что Африка. Да, Египет как бы тут же рядом, недалеко. Вот, но как бы все очень аккуратненько и все очень по-голландски. Честно говоря, думал, что, ну, так как тут жарко, тут вообще не должно быть фонтанов, чтобы беречь воду, да. А тут везде фонтаны. То есть вот мы ходили там вот... показывали парк, и вот тут тоже мы идем. Коты всегда попить могут. Коты могут попить, кстати, да, то есть в этом есть смысл. Очень много фонтанов, и, в общем, значит, вода есть. Это хорошо. Слушай, я первый раз в жизни вижу такой длинный фонтан. Видишь, это один и тот же фонтан. Да, оригинально. Да, очень прикольно. Русский говор, ты идешь, такое ощущение, что ты в России. Вот, только даже в большей России, потому что тут очень громко все говорят. Вот. За версту слышно, и обсуждают всякие политику, Россию, Белоруссию, Украину. В общем, у нас тише обсуждают эти все вопросы сильно, а тут прямо вот очень все по-русски, прям вот вообще. События текущие, наверное, правильно говорить, по-русскоязычному. Опа, объявление. Читаю уже объявление, интересуюсь, что называется. Когда пишут комнаты, кухня считается как отдельная комната. То есть 3,5 это наша, трехкомнатная квартира, это наша двушка. С фонтана, то есть в конце концов все вот в такую вот штуку. Может быть он, кстати, вечером... стекает на пол. А, да, слушайте, с нее все на пол стекает. Возможно, вечером он будет подсвечен. Интересная вещь, то что тут очень много разных наций. То есть прямо, да, очень много разных наций. И вот ты гуляешь, и ты видишь людей совершенно разных цветов кожи, с разными волосами, глазами. И это очень необычно, потому что такого замеса я не видел нигде. Наверное, в Америке также, да, может быть, потому что там тоже много и людей из Востока, из Африки. Но вот где я вот до этого был, я такого нигде не видел. Например, в Нидерландах тоже сильно как-то все более монотонно. А тут прямо идешь, и очень разные люди из разных концов света. Это прям удивительно. То есть очень много чернокожих, очень много из Востока людей. Прямо, ну, необычно очень. Да? В этом плане тоже, это, получается, напоминает Америку. То есть Америка — это страна иммигрантов, потому что все туда приезжали и приезжают. И Израиль, естественно, тоже. Его как бы основали тоже люди с разных концов света. Очень классно. Видимо, какой-то банк, судя по всему, обычно банки в таких домиках. Что мы идем тоже перпендикулярно вот этой основной улице, решили сходить просто куда-то вот прямо. Штукенция уворачивается от самокатчиков. Вот это вот, собственно, парк. Вот мы вдоль края парка идем. Гуляем. Тут вот это место, куда кидают пластиковый мусор. Везде такие штуки для мусора пластикового. Велосипедов много, и, соответственно, вот они тут лежат, стоят на специальных парковках. Такие же парковки, как в Нидерландах, вот один в один. Это бомбы, видите, падают бомбы. И вот, несмотря на то, что они падают, соответственно, тут вот есть такой красивый город. Что написано? Ну, наверное, мы не прочитаем сейчас. Еще одни фонтаны. В этом парке очень много фонтанов. То есть тут фонтаны такие включаются, а за ними сцена. Вот, там, видимо, какие-то бывают перформансы. Вещь, вот это автомат бывший для телефона. Можно сказать, стал уже арт-объектом, потому что самого телефона нет. Идем по вот этой вот улице. Такая типичная широкая улица с большим количеством автомобилей, а рядом фонтанчики с пальмами. Такая зеленая трава. Свежо, хорошо, не жарко, не холодно, тепло. Мы выпили всю бутылку воды. Мы ее просто наливаем. И она, кстати, вкусная. Тут, кстати, вода, видимо, она лучше, чем вот в Маале де Думим. Там она пресненная. Тут, видимо, может получше.
Но я, честно говоря, еще не попробовал как следует. Я просто доливал уже. Там было полбутылки, надо попробовать. Потому что Маале Адумим, там она опресненная, все-таки немножко чувствовалась. Тут я никогда в жизни не пил опресненную воду. Она немножко все-таки, так знаете, есть привкус такой минеральный, да, как минеральная вода. Вот, кстати, очень красивый, знаете, какой идет. Мы его сегодня, кстати, видели уже. Он вот в этом парке тут живет, шастает такой довольный. Когда гуляешь по этому парку, тут, вот как, кстати, такое видели в Японии, многие деревья подписаны. То есть, вот, например, вот это дерево, такое, как сосна, похоже на сосну. Да, вот так вот такие у него иголочки. Про него можно почитать, то что это Касуарина кунигамия, австралийский шеок, ок это дуб, шиок, не знаю, что значит ши, но в общем какой-то такой вот дуб, который как лиственница. Вот 20 метров в высоту, в сухом климате растет. И коричнево-золотые цветы у него летом. Прекрасно для того, чтобы снижать ветренность и дрова с него получать. Имя происходит, вот это Касуарина, от того, что его ветви похожи на перышки одной австралийской птички. Птички, которая называется касавари. Большая дикая австралийская птица, поэтому так она названа. И семена этого дерева были куплены, ну, для того, чтобы тут посадить, в 1880 году бароном. Много тут подстрижено зелени. В общем, работают садовники местные. Очень приятно, на самом деле, тут гулять. Машин немного, спокойно. Птицы, то есть больше всего шума от птиц, а не от машин. Да? То есть птицы поют, какие-то попугаи, всякие там прикольные птички. Поют, кричат. Это остановка автобусная, кстати. Вот такая остановка с красивыми всякими бабочками и цветами. Большая, такая широкая остановка, как две обычные остановки. Можно прятаться от дождя, от ветра, от солнца. Интересно, растут в горшках посередине улицы вот такие вот маленькие росточки. В серых, не знаю, вам, насколько вам видно, он сливается, наверное, немножко, да, в серых таких, как это называется, штукенцы. Ставни. В горшках в серых. Вот народ с собаками гуляет. У некоторых я видел людей по 5 собак. Прямо, да, по 5 детей, по 5 собак. Вообще прикольно. Еще фонтаны. То есть фонтанов тут прямо вот очень много. Я не знаю, мало где можно увидеть столько фонтанов. Да? Удивительно. Тут же жарко, они все испаряться должны. Да. Прямо в этом парке есть собачья площадка, где можно взять своих питомцев и спустить с поводков. Потому что всех собаки только на поводке. И это очень радует. Видимо, это обязательно. Что классно. Ну, а если ты хочешь выпустить питомца, без проблем. Им собачья площадка. Вот так вот. Тут народ устраивает пикники. Периодически просто сидят на травке так вот. Вот. Такой приятный очень парк. Тихий. Люди в нарды играют, я видел. В шахматы. Есть место для спорта. То есть это вообще идеальный парк такой. Похож на японский очень, но очень много фонтанов. То есть вот отличие от японского парка, во-первых, то что, ну, на самом деле больше всяких штук, тут все эти, ну, спортивные площадки. Тут как бы очень сконцентрировано много всяких видов активностей в одном месте. Такая площадочка детская с большим количеством больших горок всяких. В общем, лазилки такие, капитальные лазилки. Это очень такое красивое дерево растет. Сейчас мы почитаем, что это за дерево. Это с Южной Америки. Растение, то, что до 10 метров растет. И некоторое количество ее корневой системы находится сверху. Ну, мы видим, да? То есть вот она, корень, он сверху. Такое, ну, узловатое дерево. Это фруктовое дерево.
И у него очень сочные плоды, которые похожи на виноград. В Южной Америке его называют белла сомбра, что означает чудесная тень. И нам оно очень нравится, очень красивое дерево. Такое узловатенькое, прям шикарное. Сначала я подумал, что это отель, но на самом деле нет, это походу дом все-таки, потому что там какие-то домашние вещи у людей стоят. Очень прикольно. Но это, наверное, один из самых дорогих объектов, которые тут только есть. Вот, потому что рядом с этим парком вообще шикарное место. Слышал, что бывает, что люди ставят пианино на улице. И вот, собственно, тут рядом с парком стоит такое пианино. И там люди вот что-то играют и просто по нему лазят. А что, тут дожди редко, поэтому пианино это может стоять и ничего с ним не случится плохого. Слышал про такое, то что вот есть столб, и на нем вот такие вот штуки. Это чтобы люди не забирались на столбы. И написано смертельная опасность, ну, потому что там электричество же, да. Не забирайтесь на столбы. И специальная, собственно, такая вот штука, чтобы ты не мог туда забраться. Вот. Первый раз такое увидел, кстати, никогда не видел. Тут заодно еще эти электрические штуки. Это прибежище для котов. Кис-кис-кис-кис-кис. Ну, какой мы хороший. Смотрите, какой я. Сижу такой, довольный. Израильский кот.